Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем делать хлеб карельский. Карельский – это заварной ржано-пшеничный, вернее пшеничный ржаной хлеб на ржаной закваске. Посмотрите, какой он мягкий, он прям дышит, у него тоненькая-тоненькая корочка, а еще он с добавлением изюма и кориандра. Замечательный рецепт, очень ароматный, несмотря на такой немножко не совсем идеальный внешний вид, он такой ремесленный у меня с подрывами. Почему так получилось, я расскажу в конце, но он потрясающий. Смотрите, какая корочка чудесная. Итак, для карельского хлеба нам потребуется, конечно же, мука ржаная, сеяная, мука пшеничная, моя любимая, твердохлеб второго сорта, ржаной красный солод, белый солод для осахаривания заварки, молотый кориандр, соль, изюм. Также потребуется ржаной стартер. У меня густой, но закваску специально для этого хлеба мы сделаем отдельно. Понадобится еще патока мальтозная. Если нет патоки, то мед. Давайте приступать. Карельский. Начинаем с заварки. Берем сеянную муку 50 граммов. Добавляем сюда молотый кориандр. Кориандра 4 грамма. Красный солод ферментированный 25 граммов. И нужно перемешать. Добавляю сюда 150 граммов кипятка. Любой мешалкой быстро размешиваю. После того, как размешала, будет не лишним измерить температуру. Использую термощуп. Температура должна быть порядка 70 градусов. Вот сейчас вижу, что у меня 65-66. Ну, то есть в каких-то частях, да, наверное, будет вот 68-70. То есть температура подходящая. Именно при такой температуре идет осахаривание. Добавляю 6 граммов белого солода. И еще раз все хорошенечко перемешиваю. Когда заварка перемешана, отправляем ее в термос. И после этого плотно укупориваю термос. Оставляю на всю ночь. Для карельского хлеба я беру 20 граммов стартера, 50 граммов воды комнатной температуры и 50 граммов сеянной ржаной муки. Перемешиваем закваску. Накрываем крышкой, оставляем вместе с заваркой до утра, а утром будем делать опару. Наступило утро, смотрим на нашу закваску. Она подошла заметно, уже потрескалась, дырочки на поверхности. Так, давайте посмотрим еще и на заварку. Она у меня стала пожиже. Очень сладкого вкуса. Прям карамельный вкус. Выкладываю заварку в миску. Карельский хлеб делается опарным способом. Сейчас будем делать опару. К заварке добавляем нашу закваску. Перемешиваем заварку и закваску. Перемешали. Добавляем 110 граммов воды. Перемешиваем еще раз. После того, как перемешала, добавляем муку пшеничную второго сорта. 200 граммов муки. И вымешиваем опару. Когда вымесили опару, округляем ее. Накрываем крышкой. И ищем теплое место для брожения опары. Идеально будет температура 28-30 градусов. Сейчас у меня в кухне 23 градуса. Поэтому я поставлю миску в духовку. Рядом поставлю емкость с кипятком. И буду ждать подъема. Так, смотрите, опара у меня на карельский хлеб пробродила 2,5 часа. Очень вкусно пахнет. Сейчас будем делать тесто. Беру 7 граммов соли. Наливаю 50 граммов воды и даю постоять и раствориться. И в данном случае нам потребуется только пшеничная мука второго сорта. Ее 225 граммов. Добавляем промытый отжатый изюм. У меня было 30 граммов изюма сухого. Чем мельче изюм, тем чаще он будет встречаться вам в тесте. Поэтому выбирайте мелкий изюм типа коринка. У меня такого нет, поэтому я добавила крупный изюм. Этот хлеб у нас десертный. Несмотря на осахаренную заварку, мы еще добавим сахара 20 граммов. И еще патоки 40. Если нет патоки, добавляйте мед. Сюда же вливаем соленую воду. И добавляем еще 100 граммов воды. Поскольку у нас много пшеничной муки, она сейчас охотно возьмет воду. Тесто вполне достаточной плотности.
Жижи его точно делать не нужно. Замешиваем до полностью однородного состояния. Сейчас тесто такое мраморное, белая мука с коричневой опарой. Нужно, чтобы все соединилось полностью. Смотрите, тесто должно быть мягким, таким вот нежным. Не нужно делать его слишком густым. Смотрите по влагоемкости вашей муки и, возможно, лейте меньше воды. Потом лучше потихоньку добавляйте. Готовое тесто собрала в миске, накрываю крышкой. И этому тесту требуется еще одна обминка, поэтому оставляю его подходить. Буду наблюдать, пока засекаю час времени. Ну а там посмотрим, как оно будет подниматься. Прошло 1,5 часа брожения теста на карельский. Смотрите, как оно хорошо поднялось. Смачиваем руки, и нужно дать тесту обминку. Тесто шикарно бродит. Очень нежное. Можно делать подовым, можно делать формовым. Если сомневаетесь, что справитесь с таким нежным тестом, делайте его в форме. Обминка активная, то есть я выпускаю практически весь газ из него. Все, накрываю крышкой и ставлю снова в тепло на 28-30 градусов еще примерно на час. Смотрите, тесто на карельский хлеб у меня очень сильно поднялось. Нужно подпылить мукой поверхность. У этого хлеба мучная корочка. И формуем мы его на пшеничной муке. Выкладываем тесто. Оп. Смотрите, какая роскошь. Ой, пахнет как волшебно. Руки тоже немного припыляем мукой. Но надо сделать так, чтобы мука не попала в тесто внутрь. Внутри нам мука совершенно не нужна. Поэтому подхватываем руками все края, заворачиваем вовнутрь и аккуратненько прокатываем по поверхности. Если вы думаете, что я муки сейчас туда подвернула, нет, этого не происходит. У меня здесь уже мало муки на поверхности. Подпыляем еще. Подпыляем поверхность. И при помощи скребка собираем и второй образец тоже. Так, здесь побольше муки. Убираем лишнее, чтобы внутрь не попадало. И подформовываем. Так, укладываем на небольшую отлежку 5-7 минут. Присыпьте верх мукой, можно накрыть пленкой. Оставляем на отлежку. После отлежки ставим рядом доску с пекарской бумагой, той, которая не прилипает. Посмотрите у меня сюжет, как выбрать бумагу. Переворачиваем заготовку. Формуем прямоугольную формовку. Берем 2 уголочка. Берем отсюда 2 уголочка и закатываем. Получаем такой батончик с острыми краями. Укладываем его на бумагу. И то же самое делаем со вторым. Подпылили мукой. Ну а дальше можно сделать боковую поддержку. Сворачиваем, например, полотенце в жгут, прокладываем между ними. И сворачиваем еще валики и прокладываем по бокам. С одной стороны, сейчас с другой стороны сделаю так же. Все, после этого накрываем чем-то объемным, какой-то коробкой, чтобы не касалось поверхности. Оставляем на расстойку примерно на час. Так, смотрите, карельский у меня хорошо расстоялся. Даже уже немного пошел перерастой. Здесь подрывы начались, но ничего страшного. Разогрела духовку на 230 градусов. Выпекать буду 15 минут с паром на своем стальном листе. Затем понижу температуру до 200. Буду допекать еще минут 15. Так, смотрите, карельский у меня испекся. Не без огрехов он у меня получился. Видите, вот здесь трещины, вот здесь трещины. Но это трещины не из-за недорастойки. Это трещины из-за перерастойки. То есть они у меня появились не в духовке, они у меня были уже в момент, когда я сажала заготовки в духовку.
У меня была занята духовка, им пришлось постоять лишние полчаса, и вот такая вот история случилась. Всего расстойка заняла 2 часа, вот 1,5 бы точно хватило. Но ничего страшного, за счет этого мякиш будет нежнее, вкус будет ярче, потому что чем дольше у нас брожение хлеба, тем вкуснее и полезнее он становится. Сейчас даю остыть, потом разрежем, посмотрим и попробуем. Так, друзья мои, момент истины. Карельский, замечательный. Видите, он у меня уже даже полопался, я все его щупала. Какой он мягкий, классный. Ой, как он режется. Вообще воздух, а не хлеб. Просто воздух. Смотрите, какой великолепный. Очень красивый. Очень пышный. Вот перерастой, видите? И вот здесь большие-большие пузыри под коркой. Это признак перерастоя. Но вот эти трещины, это тоже признак перерастоя. Не будьте как я, следите. Если занята духовка, вовремя ставьте заготовки в холодильник, чтобы они не перебраживали. Но у меня вот так получилось. Хлеб при этом потрясающего аромата. Я уверена, что классный на вкус. Пеку его не первый раз. Замечательный хлеб. Очень вам его рекомендую. Также рекомендую свой канал по выпечке хлеба. Зовите ко мне своих друзей. Будем с вами продолжать печь. Ставьте лайки, пишите вопросы и комментарии. Ну и мы с вами испечем еще очень много всего интересного.